Друзья, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о ловле щуки по холодной воде. Это в такой период времени, как поздняя осень, зима, где это возможно, и ранняя весна. В общем, в то время, когда температура воды приближается к 0 градусов. Понятно, что пока вода еще более-менее теплая, у рыбака есть большой выбор приманок, которые способны соблазнять хищника. Но как только температура воды приближается к отрицательным отметкам, метаболизм у щуки замедляется, и тут уже предъявляются особые требования как к проводке, так и к приманке. В это время уже практически перестают работать вертушки, кренки, в общем, все то, что издает большие колебания и резкие звуки. Итак, давайте коснемся немного проводки. Проводка должна в это время быть медленной, а подача аккуратной. Сейчас не время агрессивного джига или твичинга. Щука не готова гоняться за быстрой приманкой. Она старается как можно меньше тратить энергии. Ну, конечно, можно и в это время нарваться на какую-то активную особь, но это скорее исключение из правил. Поэтому, если это твичинг, то делаем короткие кистевые рывки и как можно более длинные паузы. Вот джиг по такой же аналогии. Ну а теперь давайте перейдем к приманкам. Пожалуй, самый простой способ поймать щуку по холодной воде – это джиг. Хоть я и считаю данный вид ловли немного скучным из-за своего однообразия, но он работает. Какие силиконовые приманки лучше всего будут работать по холодной воде? Ну, в первую очередь, это те, у которых отсутствует активная игра. Это различные виброхвосты с небольшими пятками, значит, различные рачки, небольшие черви. Ну, в общем, чем меньше колебаний выдает приманка, тем лучше. И размер лучше брать небольшой, до 4 дюймов. Цвет, как мне кажется, большой роли не играет. Я обычно придерживаюсь такого правила. Если вода прозрачная, то ставлю темные и натуральные цвета. А при слабой прозрачности это яркие и кислотные. Груз лучше подбирать таким образом, чтобы не было перегруза, дабы убрать из проводки резкие рывки. Приманка как бы должна парить возле дна. На следующую позицию я бы поставил мандулу и поролон. Мандула – одна из лучших приманок по холодной воде, поскольку производит минимум колебаний и обладает рядом преимуществ перед резиной. Ну, несомненное преимущество данной приманки – это ее практически вертикальное положение в воде, что упрощает ее обнаружение и легкий подбор щукой. Кроме этого, наличие двух тройников практически лишает хищницу шансов на сход. Особенно важен хвостовой тройник, поскольку щука в это время не всегда заглатывает приманку целиком, а лишь прикусывает ее за хвост, тем самым срезая силиконовые, например, приманки. Ну а с мандулой у нее такое не проходит. Поролон же обладает некоторыми преимуществами мандулы. Например, положение в толще воды у него такое же. И дальний полет на забросе примерно такой же, как у мандулы, даже может чуть дальше. Но, к сожалению, у него в арсенале отсутствуют тройники. Есть только двойник. С одной стороны, это снижает засекаемость рыбы. Ну а с другой позволяет ловить в более закоряженных участках, недоступных для мандулы. Поэтому эти приманки хорошо друг друга дополняют.
Кроме этого, многие рыболовы не знают, что мандула это шумовая приманка, в отличие от поролона. На рывках она щелкает своими сегментами, ну а в холодной воде это скорее минус. Поэтому рывки лучше делать плавными, короткими, чтобы уменьшить этот шум. Да, подбагрилась. Прям снизу. Под жабры. На поролон взяла. Ну а первое место я отдал бы воблерам. Во-первых, эти приманки можно подбирать практически под любые условия и очень тонко настраивать анимацию, что очень важно по холодной воде. Значит, основные постулаты подбора воблера для холодной воды я бы выделил следующие. Во-первых, это бесшумность или малошумность приманки. Предпочтение отдаем тихим экземплярам. Резкий звук в данный момент скорее отпугнет, а не привлечет щуку. Второе. Размер приманки выбираем небольшой. Ну или средний. Чем вода холоднее, тем сильнее я бы уменьшал приманку. И крупные воблеры зимой выстреливают достаточно редко. Поэтому где-то берем 80-й, 90-й, 100-й размер. Можно и меньше. Есть. Захватила. Третье. Поскольку проводка должна быть медленной, с короткими кистевыми рывками и длинными паузами, то предпочтение лучше отдать суспендерам. То есть приманкам с нейтральной плавучестью, которые способны замирать в толще воды. Четвертое. Цвета в это время я предпочитаю кислотные. Но это скорее мое субъективное мнение. Ну на этом у меня все. В комментариях, пожалуйста, напишите, на какие приманки вы ловите по холодной воде. А я буду собираться. Всем счастливо. Всем пока. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.